Любовь с мужем мечтали о дочери. У них уже было двое прекрасных мальчиков, но так хотелось красавицу-дочку, которую назвали бы Екатериной. Малышка родилась в срок, росла здоровой и сильной, вот только молчала аж до 4 лет, а потом резко заговорила, сразу и легко. Вместе со всеми пошла в детский сад, а затем 1 сентября, цветы, 2 милых белых бантика. Осенний день. Катя поднимается по лестнице на 4-й этаж к своей квартире. Сегодня поднимается как-то странно, очень тяжело. Такого прежде никогда не было. Мама заметила, что с того времени ребенок становился все менее активным и все чаще уставал. Люба осмотрела Катю, и она сразу вызвала врача. Хирург больницы сходу сказал, что ничего страшного, это врожденная аномалия развития ребер. Люба попросила направления на рентген. Она не поверила врачу. Рентген патологию не выявил, но показал воспаленный подмышечный лимфоузел. А Кате становилось все хуже. Появился кашель, поднялась температура, она перестала есть. Реанимация. В маленьких легких накапливалась жидкость. Череда мучительных обследований, КТ и страшный вердикт. Опухоль сдавливала нервы, причиняя сильную боль, не давала дышать, спать и есть. Но операцию все время откладывали. Пугали маму, что малышка не перенесет сложное оперативное вмешательство. В результате операцию все же провели, но опухоль не смогли вырезать полностью. Не потому, что она слишком близко к сосудам. Просто в больнице не было нужного оборудования. Люба не может простить врачей. Простить за то, что дали опухоли вырасти до таких размеров. За то, что отворачивались и не давали ответов. За Катину боль и постоянную рвоту. За холодную безлюдную реанимацию, где ей не давали пить. За прощание Кати с родителями. Она сквозь боль и страх улыбалась родителям. Кате не давали обезболивающих. Настал день, когда девочку перевели из хирургии в отделение онкологии. И там, наконец-то, начали давать противорвотные препараты. И больше ничего. Шли недели. Гистологический анализ не возвращался. Диагноз подтвердить было нечем. Катя дожила до постановки диагноза – опухоль Юинга. Она дожила и до химиотерапии. Первый же сеанс уменьшил опухоль на 9 сантиметров. А спустя еще 2 химии врачи сказали, что это больше не поможет. И они тоже больше ничем не помогут. Люба бросилась собирать деньги на лечение в Турции и собрала нужную сумму. Турецкие врачи сразу сказали, что гистологический анализ сделан не до конца. Первый же день провели ПЭТ-КТ. Метастазы были везде. Сразу же поменяли протокол лечения, сделали повторную операцию. Убрали часть легкого, переднюю грудную мышцу, некоторое количество метастазов. Но было слишком поздно. Люба повезла дочку домой. 23 декабря 2020 года определила в хоспис, где врачи прописали необходимую дозу морфина. Рецепт нужно было получить в местной амбулатории. С той минуты родители Кати каждый день приходили в поликлинику в надежде получить рецепт и облегчить мучения своего ребенка. Но там не было подходящих рецептурных бланков. Потом рецепты выписывались с ошибками. Убеждали Любу, что она требует для ребенка слишком много морфина. Потом перешли на угрозы проверок и обысков в хосписе. Врачи и юристы хосписа «Дом с маяком» боролись за то, чтобы Катю обезболили, привозили семье лекарства и расходные материалы. А потом Кати не стало. 5 февраля, спустя 1,5 месяца после поступления в хоспис. Все это время она мучилась от нестерпимой боли.